Когда-то они создавали машины, которые становились легендами. Их технологии восхищали, а внедорожники покоряли самые безумные трассы. Но сегодня Mitsubishi — это бренд, который забыл, как побеждать. И кажется, что у компании огромные проблемы с продажами и с новыми идеями. Даже люди в этой рекламе смеются над своим Mitsubishi. Что пошло не так и есть ли у него шанс на спасение? Давайте разберемся. Друзья, прошу вас не забывать писать комментарии для видео, так как это поможет увидеть его большему числу людей. А также это поможет лучше мне узнать свою целевую аудиторию. Спасибо. Давайте немного о цифрах. Насколько большой бренд Mitsubishi Motors? Например, заводы этой компании есть в Японии, в Таиланде, в Китае, в Индонезии. Ну и когда-то даже существовал в России. Причем во многих из этих стран Mitsubishi имеет не один завод, а несколько. То есть это действительно огромная мировая корпорация. Подумайте вы. Ну даже взгляните в окно. Я уверен, что в вашем дворе стоит несколько Mitsubishi. А во время движения в потоке какой-нибудь Outlander можно увидеть раз в 2 минуты. То есть теоретически продажи Mitsubishi огромны. Но представьте, за 2024 год Mitsubishi выпустил 810 тысяч авто. И это один из рекордных годов, причем на удивление уход с российского рынка сильно на продажи не повлиял. А теперь, как вы думаете, сколько продал АвтоВАЗ за этот же год? Я дам вам время на подумать. Так вот, АвтоВАЗ за 2024 год выпустил 525 тысяч машин. И это что получается? Крупный международный бренд продает немногим больше, чем АвтоВАЗ, работающий по факту на одном рынке. В то же время Nissan, далеко не самый крупный автопроизводитель в мире, произвел за 2024 год 3 миллиона 346 тысяч авто. Хотя сам Nissan заявляет, что ему до банкротства осталось 12-15 месяцев. Теперь вы понимаете, что Mitsubishi — это достаточно нишевый продукт, для которого уход с российского рынка никак не мог пройти без последствий. А еще вспомните, когда в последний раз Mitsubishi выпускала что-то действительно интересное. Outlander, но даже он всего лишь перелицованный Nissan X-Trail. Lancer давно похоронен. В модельном ряду Mitsubishi серые бюджетники, вроде Eclipse Cross и ASX, которые не цепляют ни дизайном, ни технологиями. Да и дизайн Mitsubishi всегда был сильно на любителя, но посмотрите на эти модели. С трудом верится, что их когда-то покупали в России. Даже для своего времени они не выглядели красиво. Возможно, Mitsubishi брали из-за их надежности, которая тоже под вопросом. Но если посмотреть на салон этих авто, все просто как в пещере. Сравните, например, салоны новых Mitsubishi с китайскими или корейскими марками. Станет ясно, что Mitsubishi уже несколько лет продает кондиционеры, а не автомобили. С 2016 года Mitsubishi – заложник альянса с Renault-Nissan. Вместо своих технологий они используют чужие платформы, двигатели и запоздалые обновления. Потому что самые инновационные технологии Nissan и Renault забирают себе. Например, новый Outlander PHEV использует гибридную систему от Nissan, а электромобили от Mitsubishi – это ребаджинги Renault. Без уникальности бренд становится серым импортером в собственном альянсе. Кстати, насчет альянсов. Друзья, прошу вас поддержать канал подпиской. Это очень важно на этом этапе. И это большее, что вы можете сделать. А еще Mitsubishi проспала электрическую революцию. Пока мир переходит на электрокары, они топчутся на месте. Единственный их массовый электромобиль — это iMi EV. Но это уже давно музейный экспонат. Переводится, кстати, как инновационный электромобиль от Mitsubishi. Забавно. Китайцы вроде BYD уже продают миллионы электромобилей, а Mitsubishi даже не в топ-20. Новые электрические модели — это переделки Renault, такие как Colt на базе Renault Clio. Mitsubishi уже ушла из Европы, а в США ее доля жалкие 0,5%. В Китае продаж практически нет. Там рынок поделен между BYD и Geely. Остается только Юго-Восточная Азия и Индия. Те страны, в которых могут понадобиться внедорожные способности их полноприводных моделей, в которых мы ничуть не сомневаемся. Но даже на этих рынках Mitsubishi тестят Toyota и другие крупные международные бренды, которым тоже становится плохо от продаж китайских автомобилей. Китайцы, корейцы и даже американцы уже ушли далеко вперед, а Mitsubishi как будто бы даже не пытается догнать. Союзники по альянсу Nissan и Renault сами не в лучшей форме, а Mitsubishi для них обуза.
Инвестиции в новые модели минимальны, а планы на электромобильность выглядят блекло. Если Альянс решит избавиться от балласта, у Mitsubishi два пути. Сценарий Daihatsu – это стать призраком с парой моделей для развивающихся рынков. Или сценарий Isuzu – уйти в коммерческий сегмент или исчезнуть. Mitsubishi еще держится за счет старых покупателей и остатков былой репутации. Но последние годы без прорывных моделей, четкой стратегии и технологической независимости. Ее будущее явно выглядит мрачно. Скорее всего, через 5-10 лет бренд либо превратится в призрак вроде Daihatsu, либо исчезнет совсем как автобренд, а останутся в продаже только кондиционеры. В 2026 году анонсирован новый Outlander с гибридной системой, а также появились шпионские снимки нового Pajero. Как вы считаете, сможет ли это изменить игру? Пишите в комментарии. Всем добра и хорошего настроения. Пока.